Вы жене часто изменяли? Нет. Аккуратней можно? Да. Ты не могла бы дать мне немного денег? А вот это что такое? Я знаю, что ты давно мечтаешь о малыше. А ты? Мало ли, о чем я мечтаю. Я, может, всю жизнь мечтаю с парашютом прыгнуть. Я ее пальцем не тронул. Может, просто не успел? Сидеть. А где вы были, когда в Григория стреляли? Где я была? Там меня уже нет. Не там копаете. Присмотрелись к сыну Веры. Руки подними! Быстро! Руки! Леречка, как мне повезло, что я тебя встретил. Это мне повезло. Нет, мне. Знаешь, я решила, я уйду от мужа. Правда? Учусь быть сильной. Леречка. Подожди. Подожди. Ну, не отвечай. Алло? Да. Как? Где он сейчас? Я могу приехать? Да, я поняла. Что случилось? Олега задержали, он пытался убить Свету. Поехали. А теперь еще раз и правду. Господи, боже мой, я говорю только правду. Значит так, вас застали рядом с телом Светланы Бородиной, рядом с которым лежала бита. Набейте ваши отпечатки пальцев. Еще один интересный нюанс. Позвонил врач. В крови потерпевшей странная смесь растительного происхождения. Спорим, в ее основе прострел обыкновенный? Слыхали о таком, Олег Васильевич? Боже мой. Ну, я вам уже говорил, я не знаю, откуда в моей спальне пузырек с этим прострелом, с этим. Не знаю! Я получил СМС, я вам уже ее показывал. От Светы. Срочно приди в дом отца. Я пришел, все. А я не говорю, что вы врете. Прислала, вы пришли, поругались, и вы решили убить Светлану. Я вам повторяю. Когда я зашел в дом, Света уже была без сознания. Уже была. Послушайте, состояние Бородиной, конечно, критическое, но она весьма молодая женщина, и, скорее всего, она выживет. Дай бог, я буду за нее молиться. Вы у нас еще и верующий, а такие картинки рисуете. А вот это уже не ваше дело. Когда Света придет в себя, она подтвердит, что я ее пальцем не тронул. Пальцем! Я не понимаю, какие-то глупые темы для разговора у нас. Давай поговорим о чем-нибудь хорошем. Давай поговорим. Да, мы вот собираемся поехать. Ольга? С вами все в порядке? Да, извините. Я просто сегодня немножко на нервах. Как струна. Знаете, 2 убийства за неделю. Не шуточное испытание для женщины, сами понимаете. Да, понимаю. Я видел, как вы вчера уезжали из пансионата. Могу я поинтересоваться, куда? Я ездила в кондитерскую за тортом. До праздника не успела, было очень много работы. Вы можете позвонить кондитеру, он подтвердит. Хорошо. Я просто подумал, что, может быть, вы по дороге что-нибудь видели. Ну, я вас поздравляю. Наконец-то поймали, гада. Не зря ты его недолюбливала. А вы, Макар, молодец. Вы? Хоть убийца попался по своей собственной глупости, вы проделали отличную работу, и я уверен, все равно бы вышли на него. Оль, тебе машина нужна? Мне кажется, ты хотела съездить, присмотреть шторы в зал. Я сегодня что-то неважно себя чувствую.
Ну, тем более, нужно развеяться, отвлечешься. Да, Илья прав. Вам лучше развеяться. У меня такой необычный. Да. Пойдем? До свидания. Каждый день ломаешь. Может быть, таблетку примешь? А? Не понял. Так. Аппарат отключился. Я знаю, датчик сработал. Что там? Все хорошо, все показатели в норме. Доктор, мне кажется, кто-то специально отключил аппарат. Окно было открыто. Да что за глупости? Обычный сбой оборудования. Кстати, я докладываю о состоянии пациентов только близким родственникам. А вы, простите, кто? Я расследую дело честным образом. Тем не менее, я вас попрошу... Доктор, вы только представьте на секунду, что я прав, и на Светлану уже второй раз покушались. А если завтра он придет и опять отключит оборудование, а вы не успеете, как вы себя будете Я вас чувствовать? понимаю. Пожалуйста, выйдите из палаты. Доктор, мне просто надо посмотреть результаты ее анализов. Мы такой информации не даем. Я вас попрошу. Хорошо, доктор. Давайте так. Я задам один единственный вопрос, и если окажусь прав, вы просто кивнете головой. В ее крови обнаружен препарат растительного происхождения, прострел обыкновенный. Спасибо. Как вы попали-то сюда? Вы очень помогли. Алло. Ну, наконец-то. Я уж думал, ты тоже в лесу где-то заснул. Серег, связь ужасная. Говори, что у тебя? Здесь на Свету покушались. И вот что я думаю. Как мог Олег Чайка пробраться в больницу, когда он находится в кутузке? Хороший вопрос, Серег. Через замочную скважину просочился. В общем так, Сереж, у меня версия поинтереснее. Я вышел на некого фармацевта Антипина. Он изготовил препарат по индивидуальному рецепту. И угадай, что в основе препарата? Прострел обыкновенный. Точно, Сереж. Заказчик пожелал остаться анонимным. Хотя есть одна зацепочка. Это женщина. Не густо, но уже что-то. Не что-то, Сереж. Зато теперь я счастливый обладатель копии рецепта. И наш Леонид узнал почерк. Автор рецепта знаешь кто? Василий Чайка. Отец нашего художника, но ведь он... 10 лет уже в могиле. Так что сейчас поеду к нему в дом, проверю там все как следует. Блин. Это я тебе, все, давай на связи. По-моему, туда. Я чувствую себя такой сволочью. Надо было им все рассказать. И что? Его поймали на месте преступления. Даже если он не убивал Риту, но Свету-то он пытался убить. Это все равно. Из-за нас человека осудят за убийство, которого он не совершал. Не из-за нас. Хотя ты знаешь, я совсем не против им все рассказать. Но тогда и твой муж узнает об этом. Ты готова? Сидеть. Григорий, мы с вами знакомы. А вам, Анжела, я представлюсь. Сергей Бабкин, детектив. Я думаю, вам есть что мне рассказать. Так вы все слышали? Извините, что мы не заявили сразу в полицию. Просто мой муж, он там работает. В полиции? Да, участковым. И если он узнает, что я изменяю ему, он никогда не простит, а дети любят его. Меня интересует только информация, связанная с Олегом Чайкой. Мы встречаемся с Анжелой в доме отца Олега. Я в тот день обед приготовил. Мы пообедали и... В общем, мы услышали, что кто-то зашел. Скорее. Оказалось, это Олег. Он начал рисовать и пробыл там часов до 7 вечера. Оттуда я сразу пошел на праздник, поэтому и задержался.
Значит, Олег физически не мог убить Риту. Не мог. Выходит, что так. Очень подло вы поступили, Григорий. Тем более живете под одной крышей. Он псих и убийца. Человек невиновен до тех пор, пока суд не доказал обратного. Всего доброго. Сергей. Я постараюсь сохранить вашу тайну. В общем, я пообещала, что без необходимости я не придам огласке их отношения. И после того, как мы поговорили... Макар, ты слышишь меня? Слышу. Так вот. Сереж, как тебе? Ничего, ничего, только не в моем вкусе. А вот это вот... Макар, может, делом займемся, а? Сереж, он охотится за определенными типажами. Все жертвы одинаковые, я знаю, да. Похожи друг на друга, и что? А то на фотографиях Чайки все девушки-блондинки с длинными волосами. У Олеси волосы темные и намного короче, чем у остальных. Ну, Рита тоже брюнетка. Рита стала брюнеткой за час до убийства. Понимаешь? Так что если бы Чайка был маньяк, то когда бы он увидел Риту в новом образе, наверняка передумал бы, потому что охотился бы уже за образом, а не за конкретным человеком. Тем более у нас есть свидетель, который утверждает, что Чайка не мог убить Риту. И уж Олесю тем более. И самое главное, если Олег хотел убить Свету, то кто тогда отключил оборудование в больнице? Я ваш адвокат. Садитесь. Интересное дело. С чего это вдруг вы? Вот, с утра нахлынул приступ человеколюбия. Думаю, дай-ка кого-нибудь защищу. Да, хорошая шутка. Очень смешно. Рад, что понравилось. В общем, вы не виноваты. Спасибо. Только вот это меня слегка смутило. Откуда у вас эти фотографии? Вы прекрасно знаете, откуда это. Я слушаю.
Живо! Это мои фотографии. Я соврал вам тогда в мастерской. Я действительно усыплял очень многих моих натурщиц. Чем усыплял? Мой отец был биологом. Он изобрел снотворное, новое снотворное на травах. И я украл у него рецепт. И это снотворное я добавлял в чай. Девушки пили чай, засыпали, и я их фотографировал. Но только фотографировал, клянусь вам. Прям некромантика какая-то. С фотографиями что делал? Ну как что? Я... Что делал с фотографией? просто любовался, я же художник. И... Почему с отцом поругался? Он нашел одну мою фотографию, понял, что это я рецепт украл. И мы поругались просто насмерть. И когда убили Олесю, он почему-то вбил себе в голову, что это сделал я. Сказал, что в полицию я, конечно, не пойду. Да, это он. Отдай. Откуда он у вас? Откуда? Это и предстоит выяснить. Хоть вы мне крайне неприятный, я вытащу вас отсюда. Спасибо. Но это где-то недалеко, да? Ну да, Юрочка, минут 15. А, ну чудесно. Ты садись, Леня, садись. Мам, хорошо. Макар, Ты куда я собралась, тороплюсь. Ты знаешь, тут недалеко ферма птиц, и Леонид Иванович любезно согласился мне ее показать. Послушай, мам, а ты хорошо знакома с этим Леонидом Ивановичем? Сынок, ты знаешь, я в таком возрасте, что если даже наш роман продлится недолго, это не будет для меня трагедией. Это будет просто маленькое приключение. Ну, давай, пока. Маленькое приключение. Скоро у Макарушки будет новый папа? Очень смешно, Сереж. Почему ты не ходил к врачу? Я сама справлюсь. Мне уже гораздо лучше. Может, отпуск возьмешь? Ты знаешь, я вообще хочу уйти с этой работы. Без работы ты не сможешь. Почему не смогу? Я буду заниматься тобой. Я хочу, чтобы у нас все было как раньше. Как будто бы не было моей болезни. Не было наших ссор. Как будто бы не было твоей любовницы. Ты о чем? Видишь, я все знаю. Я давно знаю. Но я это пережила. Я не истерю. Все в порядке. Я просто хочу, чтобы мы с тобой были рядом. Хочу начать все сначала. Прости меня. Я думаю, ты права. Среди гостей были мачеха и ее дочери. Наконец-то они оценили щедрость и доброту Золушки, которую звали теперь только так. Принцесса Золушка. Эта собака самое ленивое существо на свете. Разложился на кровати, не желает выходить на улицу. Зоя, привет. Здрасте. Зоенька, ну что, ты поняла теперь, почему Золушку никто не узнал? Нет, так не бывает. Как бы девочка не переоделась, мы всегда ее узнаем. Вот так вот. А я понял, Сереж. Это прекрасное занятие для мужика, который расследует убийство. Предположим, девушек было две. Одну звали... Золушка. Ну, пусть будет Золушка. А вторая была просто принцесса. Добрые, все ее любили. И были они с Золушкой похожи, как две капли воды. И как-то раз, шутки ради, поменялись они местами. Золушке так понравилось быть богатой. Ну, кому бы не понравилось. Лакеи, платья. А однажды принцесса пришла на бал. И там повстречала прекрасного принца. И влюбилась в него. И он в нее влюбился тоже. А знаешь, что произошло дальше? Что? Зоя! Зоя!
пора ужинать. Ну что ты? Мам, ну полчасика еще. Да какие полчасика? Никаких полчасика. Давай, пойдем. Времени уже много. Ты чего? Макара, а почему бы тебе не обратить внимание на маму Зои? Представь, каждый вечер будешь рассказывать сказки, сочинять, а? Может, послушаешь мою сказку? Ну, давай. Так вот, Золушка в порыве ревности убивает принцессу и занимает ее место. Так. Понимаешь? Уходит из дома, разрывает все связи с родными, чтобы никто не обнаружил подмены. Принц тоже не понял, что перед ним другая девушка, потому что встречал ее только один раз. А труп Золушка обложила цветами, переодела в свою нищенскую одежду, чтобы все подумали, что это она. Вот такая вот сказочка, Сереж. Думаешь, Ольга? Уверен. Осталось самое сложное – доказать. Мне нужна твоя помощь. Моя? Да, а что ты поделяешься? Ты нам очень можешь помочь. Ну, конечно, я готова. Мне кажется, мы нашли убийцу Риты и Олеся. Сережа, я не сомневалась, что у тебя получится. Кого вы подозреваете? Прости. Я пока тебе не могу сказать, хорошо? Не обижайся, ладно? Хорошо. Ну, что я должна делать? Нам нужно кое-что взять в комнате Ольги, директора пансионата. Ты же здесь всех знаешь, да? Угу. Вот. Ты можешь как бы ненароком узнать, где запасные ключи? Ну, в нижнем ящике администраторского стола. О, ничего себе. Я просто однажды заменяла Алену. Вот видишь, ты нам очень помогла, а еще сомневалась. Я больше не буду сомневаться. И, знаешь, я подумала продолжить обучение. Я ушла на 3-м курсе. Олег настоял. Ну, я же могу вернуться и найти работу на вечер. И буду учителем, как всегда мечтала. Молодец. Я тобой очень горжусь. Привет. Ой, простите. Простите, пожалуйста. Не переживайте так. Это будет наш маленький секрет. Спасибо. Вы такой понимающий мужчина. Ален, я вот знаете, что подумал? Я уже завтра уезжаю, а вы мне так пансионата не показали. Хотелось бы услышать историю этого места из ваших уст. Конечно. Пойдемте. А давайте начнем с каминного зала. Прекрасно. Прошу вас. Спасибо.
о чем вы просите, невозможно. Я давал клятву Гиппократа, и я не имею права обсуждать проблемы моих пациентов, пусть даже и бывших. Вы поймите, это очень поможет следствию. Да ладно, следствием занимается полиция и приходит с соответствующими документами. А вы частное лицо, любитель, и я не собираюсь перед вами отчитываться. До свидания. Ну что ж, но сначала, как вы выразились, любитель зайдет в ближайшее отделение полиции и расскажет, что некий психотерапевт Антон Вольский, злоупотребляя служебным положением, выписывает сильнодействующие препараты, причем без особой на то надобности. Как там бывает, мешает жена мужу богатенькому личную жизнь устраивать. Он ее раз таблеткой прикормил. Может, еще? Хватит! Что вы хотите конкретно? Как быстро я стал профессионалом. Я хочу знать, чем страдала Ольга Лапина. Раздвоением личности. Ну, случай в нашей практике нередкий, но Ольга отказывалась это признавать. Вообще она считала себя абсолютно здоровым человеком. На визитах ко мне настоял ее муж. И все? В случае с ней интересно другое. Она как бы сознательно хотела стать другим человеком и культивировала в себе несоответствующие ее личности качества. Да-да. Здрасте. Здрасте. Не переживайте, маэстро. Я не за вами. Ну, разумеется. У вас же на меня ничего нет. Вы правы. Правда, господин Поэрков, когда узнает это, Ну, я с миром. С миром, присаживайтесь. Григорий, я слышал, что вы очень успешно занимались в театральной студии. Да, Пушкина. Целых 10 лет. Мои спектакли до сих пор помнят. Не сомневаюсь. А у вас там остались знакомые? Конечно. А вы можете нам помочь? Леня, а ты что, не ешь? Да что-то как-то аппетита нет. Ой. Леня, что это? Глупо, да? Ну, извини, я плохой выдумщик в таких делах. Ну, ведь оно обручальное. Да. Ирочка, дорогая, мне уже 63 года, и мне поздно сомневаться. Ты появилась и зажгла во мне какую-то искорку. У меня появилась надежда. И я хочу все время быть с тобой. Ты выйдешь за меня замуж? Ну, конечно, да. Да? Я самый счастливый человек на планете. Я сейчас. Я за шампанским. Мама, что это он так развеселился? А вы что здесь отмечаете? Я выхожу замуж. Мам, подожди. Ты что, не рад? Слушай, я не знаю, но не слишком ли быстро? Ну, может быть, и быстро. Ну, что поделаешь? Илья! Там маньяк на улице, он убьет меня. Что произошло? Что? Он Какой убьет маньяк? меня. Я следующая, там Лилия. Какая Лилия? Какая Лилия? Там Успокойся. Лилия. В машине Успокойся. лежала Лилия. Успокойся. Белая Нет никакой Лилия Лилии. лежала Успокойся. в машине. Успокойся. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Пожалуйста. Спасибо. Илья, как хорошо, что я вас встретил. Вот хочется выпить, а не с кем. Может, составите компанию? Заодно за проигрыш в теннис рассчитаюсь. А вы знаете, почему бы и нет? Жена спит, я пока не хочу.
У меня отпуск. Можно расслабиться. Давайте. Отлично. Что вам налить? Так, нам бы что-нибудь покрепче. Водочки? Коньячку. Она пришла за мной. Она меня убьет. Помогите. Помогите. Помоги мне. Помоги мне. Илью позови. Илью позови. Ну что ты стоишь? Позови Илью. Сейчас для нее самое важное – это покой. Как только ей станет лучше, пусть она придет ко мне на прием. Вы должны ее окружить заботой и вниманием. Психика – такая вещь. Никто не застрахован в этом. Спасибо вам. Да. До завтра это не подождет? Хорошо, я приеду. Я не хотела тебя убивать. Ты сама во всем виновата. Ты у меня все забрала. Ты меня ненавидела. Куда это вы, Олеся Константиновна? Присаживайтесь. Присаживайтесь, присаживайтесь. У нас впереди длинная ночь, так что вам придется остаться здесь. И рассказать нам, как вы убили свою сестру Ольгу. Я не убивала. Сядьте. Хорошо, тогда я вам расскажу, как все было. Вы ненавидели свою сестру. Вы завидовали ей, потому что ее все любили и считали чуть ли не ангелом. А вас недолюбливали. Бедная Золушка. В тот вечер вы следили за ней. Дождались, пока она попрощается с Ильей. И пойдет на танцы, где вы якобы должны были ее ждать, но не ждали. Вы подстерегли ее в лесу и убили. Остановись! Что? Ты знаешь что? Ты знаешь, что ли? Ты за нами подглядывала? Да, я за тобой как наблюдала. Ты могла? Почему я не могу за тобой? Смело следить за мной. Это ты, дура. Как ты смело подглядывала? Эгоистичная сволочь. Как ты меня просто? Ты эгоистичная сволочь. Потом в тело вы влили снотворное, чтобы свалить всю вину на Олега Чайку, которого также с детства ненавидели по неизвестным причинам. И чтобы все подумали, что действовал маньяк, обложили тело цветочками и расставили свечки. Вы были похожи с сестрой, как две капли воды. Родная мать не отличила бы вас, только волосы разной длины. Тогда вы стрижетесь под каре, а волосы сестры обрезаете почти нагло и забираете с собой, чтобы никто не мог понять, что она – это вы. Вы все очень хорошо подрасчитали. Но вы ошиблись в одном. Вы не Ольга. Илья вскоре понял это. Почувствовал что-то, что что-то не так и разлюбил вас. Потом появляется Рита. Новая соперница. И что вы делаете? Однажды вы убивали ради любимого. И что же мешает вам сделать это второй раз? Не так ли, Олеся Константиновна?
Он не разлюбил меня. Что? Что сказали? Он не разлюбил меня, он просто запутался. Мне нужно было ему помочь. Что здесь происходит? Илья. Потрудитесь объяснить. Илья, послушайте. Илья, они думают, что это я убила Олесю. Они надо мной издеваются. А ну пошли вон отсюда! Что вы себе спокойно. позволяете? Успокойтесь. Спокойно послушайте. Это не Ольга, это Олеся. И она уже во всем призналась призраку своей сестры. Какому еще призраку? Что вы несете? Послушайте. Я не хотела тебя убивать. Ты сама во всем виновата. Ты у меня все забрала. Ты меня ненавидела. Я уже давно начал подозревать вашу жену. Просто у меня не было доказательств. И первое, что меня насторожило, это то, почему вот так резко ее разлюбили. Но когда я пообщался с психиатром, то все стало на свои места. Причем здесь психиатр? Я не разлюбил свою жену, у нас было временное охлаждение. Такое бывает. Человек вообще не способен объяснить свои чувства. Послушайте, все в природе поддается объяснению. И тут я вспомнил, что 20 лет назад полицейская ищейка вернулась домой к Ольге, потому что шла не по следу жертвы, а по следу убийцы. Не очень веский аргумент. Я понимаю, поэтому сказку про Золушку я тоже пропустил. Так вот, психиатр вашей жены рассказал мне, что у нее очень подвижная психика. И чтобы вытянуть из нее признание, нам пришлось действовать на подсознательном уровне. Мы наняли актрису, загримировали ее под Ольгу в молодости, разыграли представление, и она во всем призналась. Оля, это правда? Я тебя люблю. Я тебя люблю. Я все делаю для того, чтобы мы были счастливы. Чтобы мы всегда были счастливы. Пожалуйста, давай уедем отсюда. Боюсь, в ближайшее время вы сможете уехать только в женскую колонию. Олеся, скажите только одно. Как вы узнали о тайных пристрастиях Олега Чайки? И откуда у вас рецепт снотворного? Я его достала. Я наспор залезла к нему в дом, услышала спор с учителем, залезла в мусорку, взяла рецепт, взяла пузырек с лекарством. Чтобы убить сестру. Я не собиралась ее убивать, я не собиралась ее убивать. Так же, как и Риту. Собирайтесь, мы едем в участок. Илья, вы едете с нами? Илья? Свет, вы не могли бы рассказать, как все было? Свет, это очень важно. Я слышала, что Ольгу задержали. Олесю. Честно говоря, после всего этого я чувствую себя виноватой. Просто мне очень хотелось машину. Это была цель всей моей жизни. Я случайно увидела их. Просто по лесу гуляла и услышала шорох. Рита была уже мертвой, а Ольга, если можно так выразиться, украшала тело. Я попросила у нее 400 тысяч за молчание. Она дала 200. Остальное обещала принести позже. Во время праздника Ольга позвонила и сказала, что у нее появились средства. Договорились встретиться в доме Чайки. Потом вы сами знаете, что было. Ольга ударила меня по голове, и я потерял сознание. А потом она вызвала Олега от моего имени и позвонила в полицию. Олеся. Простите, я просто до сих пор не могу к этому привыкнуть. Вам придется рассказать полиции про шантаж. Меня посадят? Нет, на совести очистите. Олежек! Олежек, как хорошо, что это не ты. Очень жаль, что вы сомневались, тетя Вера. Лиля в спальне, собирает вещи. Говорит, что поедет в город к Феде. Не ругайся с ней, пожалуйста. Ну, пусть побудет с сыном. Я вот своего, кажется, проглядела. Хорошо, хорошо. Как там Петя-то? Хорошо. Не было, оказывается, никакой диссертации. Ну вот, приедет сюда, воздухом подышит. Может, ума разума наберется.
Значит, собралась. Собралась. Надолго? Навсегда. Лечка, погоди, пожалуйста, минутку. Знаешь, когда я сидел там в камере, очень много думал. Думал о нас с тобой, о Федьке. Я очень виноват перед тобой. Я это очень хорошо понял. Я был свиньей, последней свиньей. Пожалуйста, прости меня. Хочешь, я сменю технику живописи, я возьму псевдоним, я к врачу пойду, а? Только прости. Не уходи, пожалуйста. Пожалуйста. Я простила тебя. Я больше не могу. Ты к нему. Хорошо, но вы звоните. Я вам лучше номера оставлю. Ну или просто так звоните. Он позвонит, да, Макар? Ты же позвонишь? Обязательно. Ну что, Сережа, возвращаем вам ваше сокровище. Спасибо. Я им очарована. Он такой ласковый. Может быть, и мы с Леонидом когда-нибудь такого заведем. Ну, если новое начальство не будет против. Ну, Илья Евгеньевич, да вы что, я думаю, он вряд ли будет против. Илья, новое начальство. Ну да, хозяин ему предложил. Он ведь всех и все здесь знает. Ну, он сказал, что он подумает, но я уверяю вас, он согласится. Поверьте моему опыту. Макара, время. Леля нас в поселке Ну ладно, ждет. до свидания. До свидания. Берегите маму. Алена, я позвоню. Всего доброго. Ну, До свидания. пока-пока. Береги себя. Счастливо. Счастливо. Прошу руку, мадемуазель. Макар, не надо, я сам. Все нормально. Садись. Слушай, а давайте до дома довезу, а? Чего ты будешь трястись в автобусе? Нет, я сама доберусь. Вот послушай, раз ты, можно сказать, официально ушла от мужа, я могу тебя пригласить на официальное свидание. В кино или в театр? Что ты больше любишь? Сереж, я все люблю. Я тебе сказать кое-что хотела. Знаешь, я не смогу, наверное. Что не сможешь? Ты очень хороший. Просто понимаешь, я всю жизнь от кого-то зависела. Я вечно всего боялась. Я не умею быть собой. Мне ужасно хочется попробовать вообще, каково это жить своей жизнью, понимаешь? Я вообще не готова к отношениям. Прости.
Послушай, Серег. Вот только не надо сейчас, хорошо? Мне не до твоих приколов. Ну, вообще-то я хотел сказать, что понимаю, как это больно. Серег, время лечит. Обязательно встретишь девушку, которая захочет остаться с тобой. Утешил. Перестань, Сереж. Ну, посмотри вокруг, сколько людей. У всех свои проблемы. Поверь мне, твои не самые серьезные. И вообще, я думаю, у тебя все только начинается.